Глюкозамин и хондроитин. Обзор исследований. Помогает в лечении остеоартрита коленного и тазобедренного сустава. Есть много исследований. Одни немного помогают, другие не помогают вообще. Хондроитин облегчает болевые симптомы и улучшает функцию. Глюкозамин только улучшал жесткость. Хондроитин был более полезен при боли. Глюкозамин не помогал от боли. Дозировка глюкозамина 1500 мг в день едва достигала терапевтической комбинации в плазме и в тканях и держалась после этого 48 часов. Но, видите, они все-таки очень плохо усваиваются, и, конечно же, их комбинация намного лучше вместе, чем по отдельности. Но все-таки лучше принимать, например, одну капсулу глюкозамина, вторую капсулу попозже немножечко выпить хондроитина. Тогда они еще лучше усваиваются. Гиалуроновая кислота. В основном она отвечает за смазку и вязкоупругость. Концентрация кислоты снижается по мере прогрессирования остеоартрита с возраста. Также она от артрита помогает, от разрушения хряща, может его восстанавливать, подавляет воспаление в хряще. Но осторожно, у кого больные почки, и если очень большая концентрация этой кислоты, то тогда осторожно тоже у кого густая кровь, потому что она может вызывать тромбоз. И, конечно, нельзя ее у кого онкология. МСМ или называют еще органической серой. Но получают в основном ее из морской воды. Она защищает хрящ, применяется при артрите, подавляет воспаление, антиоксидант она. И хорошо она в комбинации с глюкозамином и хондроитином. Также снижает уровни С-реактивного белка у крыс с артрита. У людей также уменьшалась боль. И также хорошо она сочетается, например, с босвелией и коллагеном второго типа. У спортсменов также уменьшает мышечную боль. Прием 28 дней по 3 грамма улучшал показатели выносливости и улучшал антиоксидантную активность, снижал гомоцистин. Дозировка вообще-то до 5 грамм, то есть считается безопасной. Ну, а вот здесь, например, все эти 4 вещества, все в одной капсуле. Ну, просто сейчас нету, а так присмотритесь. Вот это хороший вариант. Босвелия. Пациенты с остеоартрозом принимали куркумин 350 мг и босвелиевая кислота 150 мг 3 раза в день в течение 12 недель. И уменьшалась боль, утренняя скованность, улучшалась физическая функция, но только через 3 месяца лечения. Также проверяли только куркумин 1 грамм в день. И тоже были улучшения. Не такие сильные, как от ибупрофена, но более безопасные. И также снижалась потребность в других обезболивающих препаратах. Ну, также при ревматоидном артрите помогает. Но куркумин, он вообще плохо усваивается, и поэтому лучше берите комплексы, где он с биоптином или фитосомальный. Ну вот, например, тут вариант, когда они вообще обе вместе, то есть и куркумин, и босвелия. Так что и еще даже по моему коду здесь будет 10% скидка на этот препарат. Вот омега-3 кислоты, которые в рыбьем жире, помогают при ревматоидном артрите и других болезней суставов. Вообще они уменьшают утреннюю скованность, количество болезненных и опухших суставов, подавляют воспаление. Дозировка при этом была 1,8 это для ЭПК кислоты и 2,1 это для ДГК кислоты в течение 3 месяцев. С-витамин. С-витамин помогал уменьшать воспаление и артрит у крыс. Уменьшал отек и при артрите помогал. И также ушло воспаление и увеличилась вообще переносимость боли. Дозировка здесь была 150 мг на килограмм.
Ну, то есть, если вы весите 70 килограмм, то это 10 грамм и 500 грамм С-витамина в сутки. Вообще тут, конечно, много очень исследований и на людях, и на животных. И вообще, конечно, С-витамин – это первый, который необходимо принимать, потому что он первый, кто вообще отвечает за формирование коллагена. Поэтому все добавки вообще, которые идут от суставов, их всегда нужно комбинировать с С-витамином. И дозировки всегда в исследованиях при любых болезнях С-витамина очень большие дозировки, там от 5 до 10 и выше грамм, так что не бойтесь этого. Е-витамин. Е-витамин помогает при остеоартрите. Он антиоксидант, противовоспалительный. У пациентов с остеоартритом низкий уровень витамина Е всегда. Но чтобы лечить, вам необходимо, чтобы как раз они поступали все витамины Е. А это возможно только когда они в натуральной форме. Вообще их 8 изомеров. 4 токоферола и 4 токотриенола. Вот, например, здесь препарат, который скоро появится в продаже, он как раз, то есть там все формы этого Е. Вот они помогут, потому что там есть исследования, когда, например, одни помогают, другие не помогают как раз от этого, да, поэтому надо, чтобы все попадали. Также здесь еще описывается, когда мышам с остеоартритом тяжелой степени давали витамины Е, С, А, В6, В2 и селен, и поражение снизилось с 81% до 18%. Другое исследование также, что здесь комбинация витамина С и Е давали лучшие результаты. Е-витамин необходим, если у вас также мышечные боли. Ну и С-витамин тоже необходим, когда мышечные боли. Вообще, в принципе, симптомы цинги, например, это и есть, когда мышечные и суставные боли. Да? А, например, на западе России там 97% мужчин, у них настолько сильный дефицит витамина С, что почти цинга. Так что вот подумайте сами. Всегда начинайте, конечно, с С-витамина. Селен. Селен был снижен у пациентов с ревматоидным артритом. Чем сильнее тяжесть заболевания, тем ниже селен. И количество селена связано, например, у кого суставы ограничены в движении. Также число суставов с активным артритом, концентрация гемоглобина и ИГГ. Селен антиоксидант, и, конечно, он снимает воспаление и окисление, но еще лучше он очень хорошо сочетается с С и Е витаминами. Магний. Магний понижен у пациентов при остеоартрите коленного сустава. И у кого магний ниже, у тех сильнее боль и хуже функция сустава. И особенно у тех, кто принимает меньше клетчатки. И вот, например, следующее, это мы здесь видим, что как раз-таки магний считают основным фактором развития и прогрессирования остеоартрита, а также добавки магния эффективным методом лечения. Так что магний тоже обязательно. Витамин D связан с ревматоидным артритом, и дефицит очень распространен у таких пациентов и связан с тяжело протекающим заболеванием. Необходим для профилактики и для лечения, также облегчение боли у таких пациентов. Дефицит связан со скелетно-мышечной болью. Также кальций. Например, если вы принимаете кортикостероиды, то часто они, то есть которые используются для лечения артрита, то тогда надо вам принимать обязательно кальций и D-витамин для предотвращения остеопороза. Какие травы вообще проверяли для лечения остеоартроза? Например, смесь ашваганды 450 мг, босвелия 100 мг, куркума 50 мг и цинк 50 мг. Значительно улучшали боль и степень инвалидности. Смесь авокадо и соевых бобов 1 к 3 или 2 к 3 снижали необходимость в обезболивающих. В другом исследовании они уменьшали боль, повышали трудоспособность, помогал пациентам с остеоартрозом бедра лучше, чем остеоартритом коленного сустава. Корень дьявола, экстракт, значительно уменьшал боль. В одном исследовании и в другом значительно улучшал подвижность суставов.
Потом смотрели смесь растений, как осина обыкновенная, ясень обыкновенный и золотарник обыкновенный. 30 или 40 капель 3 раза в день, и у пациентов не было разницы между диклофенаком или этой смесью. Помогал точно так же от отека и общих симптомов. Ну, вот такую смесь, я думаю, сделать легко дома. Крапива двудомная уменьшала боль через 1 неделю. Но крапива жгучая не давала этого эффекта. Экстракт коры ивы немного снижал боль по сравнению с плацебо. Суставов. Гель из арники, приготовленный из свежего растения, снижал боль при остеоартрите коленного сустава и рук. Был сопоставим с ибупрофеном на крысах с артритом. Комбинация кошачий коготь, босвелия, мака и аминокислота лейцин подавляли воспаление, защищали суставный хрящ. И вот эту комбинацию трав можете купить на iHerb, там они все есть. Хвощ полевой подавлял воспаление у пациентов с артритом. Ну, также там много кремния, поэтому для суставов он, конечно, полезен. Коготь дьявола восстанавливает хрящ, помогает от остеоартрита. Женьшень ложный в комбинации с ремания клейкая и элeuтрокок 400 мг 4 раза в день в течение 6 недель улучшал физическую активность и боль. Кунжутное масло давало лучший результат вместе с традиционным лечением, чем просто традиционное лечение. Окопник местно снимал боль, но не уменьшал воспаление и не мог остановить скорость разрушения хряща. Имбирь 340 мг плюс 1000 глюкозамина в течение месяца у пациентов с остеоартритом коленного и тазобедренного сустава уменьшала боль так же эффективно, как диклофенак. И также диклофенак 100 мг в день плюс 1000 мг глюкозамина также эффективен. Витамин В5. Его дефицит вызывал боль при артрите. И также он, конечно, необходим для регенерации тканей. Гидролизованный коллаген первого типа. Также он защищает хрящ и восстанавливает и хрящ, и поврежденный сустав. И также он полезен после травмы, помогает восстановиться. И, конечно, все коллагены надо всегда брать с С-витамином, потому что они тогда лучше усваиваются, и С-витамин тоже, когда начинается собственный коллаген вырабатываться. Бромелайн из ананаса уменьшает боль, подавляет воспаление. И у пациентов с ревматоидным артритом, так и у пациентов с остеоартритом. Снимает отек, ну и восстанавливает, помогает снять воспаление. Дозировка, например, 60-160 мг в день от 3 недель до 13 месяцев уменьшала боль и отек на 72% при артрите. Вообще тут были разные дозировки от 200 до 2 грамм. Например, дозировка 945 мг в день была аналогична ибупрофену. Дозировка 1 грамм 890 мг в день превосходила ибупрофен. Это основано на отеке сустава. И также при боли в колене помогла, то есть дозировка от 200 до 400 мг в течение месяца.